Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Улучшатся ли отношения между господином Таксином и госпожой Сумру? Что случилось с Ноем? Что произойдет после смерти мозга Самета? Нет никаких препятствий для свадьбы Сумру Ханем и Таксин Бея, но поженятся ли они? Что будут делать Хикмет и Халиль, когда их планы провалятся? Сможет ли Асад выйти из тюрьмы? Сможет ли госпожа Сумру найти нужных ей людей, чтобы проявить себя? Узнает ли Мелек и Ной, кто говорит им правду? Является ли Андачбей, к которому ходила Севилай, ее братом? Вернется ли Севилай, когда узнает, что Нух болен? Попытается ли Харика измениться после той реакции, которую она получила, рассказав Назыму о грубости, проявленной ею по отношению к Севилай? Узнает ли наконец женщина, что пришлось пережить ее дочери Сумру? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы господин Таксин заставил Сумру простить его и вернуть ее ему, чтобы с Нухом ничего не случилось, и если вы хотите, чтобы Мелек и Нух узнали, что их отец Халиль не говорит правду и что он пришел только для того, чтобы обмануть их, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Сумру рассказала Таксин Бею обо всем, что она пережила с Халилом, и спросила его, кому он поверит, она была разочарована, когда Таксин Бей не ответил. Вот почему Таксин Бей подумал, что, возможно, он задумался на мгновение, и он тут же разорвал отношения и ушел. Сколько бы Нух и Таксин Бей не кричали ему вслед, он не вернется. Господин Таксин не сможет жить без госпожи Сумру и попытается заставить ее простить его. Сердце Сумру разбито, и ей будет трудно простить Таксина. Пока все это происходит, Таксин Бей увидит, какая Сумру благородная и гордая женщина, и влюбится в нее еще больше. Пока Ной звал свою мать, он почувствовал себя плохо и упал без сознания, прежде чем смог убежать. Теперь болезнь Ноя начнет проявляться. Когда рабочие в доме увидят Ноя, лежащего на полу, они в панике закричат и позовут мистера Таксина. Господин Таксин немедленно вызовет скорую помощь и отвезет его в больницу. Поскольку госпожа Сумру не отвечает, даже если она звонит, они либо оповещают других сотрудников дома, либо отправляют сообщение. Госпожа Сумру поспешит в больницу, чтобы увидеть Нуха. Когда Мелек и Сумру узнают о серьезности положения Нуха, оно станет еще хуже. Я думаю, врачи скажут нам, что у Наа опухоль мозга и удалять ее очень рискованно. Госпожа Сумру также узнает новость о смерти Самета в больнице. Пока Мелек пытается связаться с Джиханом, чтобы узнать, где он находится, ей также сообщат о Самете Бея. Жители Енишихира и Шансалы, столкнувшиеся со множеством плохих событий одновременно, не будут знать, куда им податься. Несмотря на то, что после смерти Самета нет никаких препятствий для устранения Сумру и Таксина, Сумру определенно не согласится на брак сейчас. Хикмет и Халиль, глубоко потрясенные смертью Самета, будут еще больше расстроены, когда не смогут получить желаемые деньги и товары. Однако они будут строить новые планы и думать о том, как получить деньги от Сумру и Таксина. Но Хикмет может отказаться от этого. Потому что после смерти брата он может захотеть забрать наследство, которое принадлежит ему по праву, и отойти в сторону. С другой стороны, Халиль может попытаться убедить ее, что все, что она ему сказала, правда, и забрать все, что у нее есть. Поскольку Хикмет безумно влюблен в Халила, он может потерять из-за него все свое имущество и деньги. Что касается Исата, то он отправится в тюрьму за обман собственной семьи. Только благодаря Джихану он может помочь ей посетить похороны отца, получив разрешение. Но я не думаю, что ты когда-нибудь его простишь. Сумру оставила свой номер телефона человеку, с которым она пыталась связаться, чтобы доказать правду своим детям Мелику и Нуху. Этот номер будет возвращен через некоторое время. Благодаря этому человеку госпожа Сумру очистится в глазах своих детей. Мелек и Нух будут доверять и верить своей матери Сумру только после того, как увидят поведение своего отца Халила, когда он остался без гроша в кармане, и увидят доказательства, которые им предоставит их мать.
Севилай хотела отправиться в Стамбул и найти своих братьев. Я думаю, что человек, на которого он начал работать, был его старшим братом. Однако, поскольку ее брат об этом не знает, она некоторое время будет работать у него в качестве помощницы и попытается узнать его поближе. Севилай надеется сблизиться с братом, пока ей не удастся навести здесь хоть какой-то порядок. Однако, узнав, что Ной тяжело заболел, она оставляет все и возвращается в Каппадокию, чтобы увидеть его. Когда Ной увидит ее, он будет очень счастлив, и она станет для него причиной держаться за жизнь. Потому что когда Севилай скажет, что боялась, что с вами что-то случится, он почувствует, что у него все еще есть шанс снова быть вместе. Когда Харика сказала об этом Назыму, как будто это было нормально после всей грубости, которую она проявила по отношению к Севилай, Назым пожалел о том, что влюблен в нее, и покинул ужин. Хотя Харика хотела скрыть это, сказав, что это была шутка и что она неправильно поняла, позиция Назима была совершенно ясна: оставить Харику одну и уйти. Она очень любит Харику Назима, поэтому теперь она может начать приходить в себя. Я думаю, что если она приложит усилия, чтобы быть хорошим человеком, и сделает это, она подумает, что вернет Назыма и сможет более умеренно относиться ко всем и всему. Поговорка о том, что в каждом зле есть положительная сторона, кажется, идеально подходит к этому моменту, и благодаря суровому отношению, которое Назым проявляет по отношению к ней, она может попытаться стать удивительно хорошим человеком. В любом случае, когда Асад сядет в тюрьму, не будет никого, кто думал бы так же, как он. Наконец, женщина узнает, что Халиль, изнасиловавший ее дочь Сумру много лет назад, находится где-то здесь. После обучения он станет большой поддержкой для Гэжи Сумру и поможет ей проявить себя перед детьми. Он тоже будет измотан и расстроен всеми этими событиями. Он будет очень обеспокоен, если не сможет добраться до Севилая. К счастью, когда Севилай откроет свой телефон, она узнает из новостей и сообщений от многих людей, что они очень беспокоятся о ней и что Наа заболел. По крайней мере, это станет тем событием, которое наконец успокоит эту даму. Как вы думаете, простит ли госпожа Сумру Тахсина? Является ли болезнь Ноя чем-то серьезным или это просто неудобство? Является ли Андачбей, к которому пошла Севилай, плохим человеком? Окажется ли Халиль грязным мошенником? Пожалеет ли Мелек и Нух о том, что они заставили Сумру пережить? Узнает ли Севилай о Ное? Приложит ли он усилия, чтобы стать хорошим человеком? Осознает ли Асад, что все, что он делал в тюрьме все это время, было неправильно, и образумится ли он? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.